Мы находимся в одной из палаток для выращивания, и в этой палатке скоро будет пополнение запасов. На самом деле, в большинстве здешних блоков было произведено несколько промывок, так что на данный момент мы можем собрать их на этой неделе и вроде как убрать все отсюда. У нас растет немного индюшачьего хвоста. На самом деле это приносит плоды уже пару месяцев. Мы могли видеть, что сделали несколько надрезов прямо здесь. На самом деле я сделал несколько надрезов прямо здесь, и у нас начали появляться красивые маленькие образования, похожие на хвост индейки. Так вот, хвост индейки – это прекрасный лекарственный полипоровый гриб, похожий на рейши, поскольку у него полипора, а не жабры, под которыми находится куча маленьких пор. И именно там на самом деле находится гриб. Споры образуются и распространяются из. Это помогает продлить жизненный цикл гриба. Это суперлекарственный гриб, известный своими противораковыми свойствами. Он производит уникальное соединение, которое помогает в лечении рака. Многим людям нравится использовать его в сочетании с химиотерапией и тому подобными вещами. Им пользовались довольно давно, и он растет повсюду. Это очень плодовитый гриб и очень агрессивный. Что касается мицелия, то я видел, как он колонизирует субстраты обычно в течение 5-7 дней. Это один из самых агрессивных видов грибов. Мы также срезали верхушку, и у нас есть немного грибов из хвоста индейки, растущих прямо здесь, на верхушке. На данный момент их не так уж много, но все же на них стоит обратить внимание. Они также создают уникальные цвета. Латинское название Chaims versicolor, потому что по мере роста они обычно приобретают множество уникальных оттенков. Так что мы могли просто видеть различные оттенки коричневого и тому подобное. А здесь у нас растет немного хвостов индейки, которые имеют уникальный, более темный цвет. Я просто экспериментирую с этим. Это не тот гриб, который я выращиваю слишком часто. Кроме того, у нас есть несколько старых грибов рейши. Это похоже на гонодерму сесиль, и они определенно готовы к сбору урожая. На самом деле, в какой-то момент этот квартал был намного больше. Гонодермы — это просто суперагрессивные ферменты, способные эффективно перерабатывать субстрат. Как мы видим на примере некоторых других штаммов, у нас есть немного люцидума. Этот сорт полностью созрел и готов к сбору урожая. Мицелий полностью переварил субстрат, который когда-то был плотно прилегающим блоком, а теперь мешок свободно обвисает вокруг него. И мы видим, что грибы действительно извлекли максимальную пользу из субстрата. Это растение растет уже около 5 месяцев, от 5 до 6 месяцев, так что на данном этапе мы готовы собирать урожай. Кроме того, у нас есть немного львиной гривы второго и третьего цвета. После того, как я посыплю их фруктами, мы снова сворачиваем пакет и просто делаем аккуратный надрез. И мы все равно можем получить обильное количество львиной грива, вплоть до 3-го или 4-го флеша. Он действительно извлекает максимальную пользу из субстрата и производит достаточно длительное время. И это определенно популярный гриб, который производит эти красивые удлиненные зубцы вместо традиционной шляпки и ножки. При использовании в блюдах он придает им замечательную текстуру. Некоторым людям нравится обжаривать его в чесночном масле и использовать как заменитель крабов или омаров. Он также известен своими лечебными свойствами. Он помогает улучшить когнитивные функции и тому подобное. В настоящее время проводится множество исследований этого гриба, но я просто считаю, что выращивать его интересно, на него приятно смотреть и с ним приятно работать. Это одно из моих любимых блюд. Здесь есть немного львиной гривы с добавлением фруктов. Еще одна вещь, которую вы можете сделать, это после сбора урожая просто положить брусок обратно, и он будет продолжать производить грибы прямо снаружи. Это еще один классный способ выращивания грибов. Какими бы ни были ваши предпочтения, это сработает. Здесь у нас есть львиная грива на разных стадиях развития, и им, вероятно, всего несколько дней от рода. В течение следующих нескольких дней мы действительно начнем наблюдать, как они развиваются, и образования, похожие на зубы, начнут удлиняться. И они будут готовы к сбору урожая в течение 4 дней, до 5 дней. Это просто еще один гриб, который мы любим выращивать. Посмотри на все боевые шрамы от неудачных попыток идеально вставить его в дверь. Прямо сейчас мы просто переносим стерильные запечатанные пакеты из лаборатории на другой склад, чтобы уложить их на поддон, завернуть и подготовить к отправке в большом грузовике.
У нас осталось еще около 200 штук, чтобы уложить их на поддон. Но работа здесь с первого дня научила меня ценить этот процесс. С тех пор, как я попал сюда, этот процесс стал в 1000 раз проще. Как я уже сказал, когда мы смешиваем все это вручную, Майк становится совершенно другим человеком, как и его сила. Как и то, какая сила вам нужна для выполнения задачи, не имеет значения для Майка. Клянусь Богом, это безумие. Когда я приехал сюда, чтобы помочь Майку с его работой, я подумал, чувак, это слишком сложно для нормального человека. Тебе нравится, как он это делает? И даже когда мы микшировали в одном стрит, я спросил его, есть ли более простой способ сделать это, чувак? Например, есть ли какая-нибудь промышленная взбивалка для яиц, которую мы могли бы использовать для этого? Это похоже на тот маленький вопрос, который я задал ему, и он рассмеялся. Ты знаешь, он такой: нет, но они делают что-то вроде бетономешалок. Довольно больших бетономешалок, которые можно просто катать. И я такой: не могли бы мы, пожалуйста, сделать это? И вот он добился своего. И благодаря моей неспособности держать микрофон, мы продвинулись довольно далеко вперед, чтобы за один день производить гораздо больше продукции. И тогда идея бетономешалки просто в конечном итоге превращается в идею промышленного миксера, как у нас сейчас. И теперь у нас есть это вместе с упаковщиком для разных субстратов. Процесс по-прежнему остается таким же сложным, как и прежде, но, полагаю, его этапы требуют меньшего напряжения. Производительность намного выше, при этом затрачивается столько же времени, сколько и усилий, но физическая отдача намного меньше. Честно говоря, именно об этом я и говорю. Минимальные усилия, максимальная отдача. Именно так я и живу своей жизнью. До сих пор все было в порядке. Я вернусь за этим столом, и давай повторим это снова. Да, мы просто укладываем весь материал на поддоны, чтобы его можно было увезти на грузовике. Так что да. Это наша звездная обертка. Кубики довольно большие, поэтому я решил, что проще просто разложить их на поддоны и завернуть, а не пытаться положить в коробку. Так что пока вот так. На самом деле, это наш первый крупный заказ стерильного субстрата. Мы сделали большие заказы на стерильную зерновую икру, и это примерно 6-фунтовые или 7-фунтовые мешки. Обычно они прекрасно помещаются в коробку, и мы можем просто сложить их на поддоны и отправить. Но да, действительно приятно иметь возможность помогать людям таким образом.